Всем здравствуйте, добро пожаловать на мой канал. Сегодня я решил с вами поделиться моим любимым рецептом супа. Это суп куриный, он вместе с галушками или клетками. Все делают суп, но я решил с вами поделиться, как я делаю. Сразу же вам хочу сказать, я не шеф, на шефа никогда не учился, я самоучка и пытаюсь готовить сам. Читаю рецепты, смотрю видео, а этот суп я уже делал годами. И думал, что сегодня есть повод с вами поделиться. Супы я готовлю раз в неделю для нашей семьи. И этим все довольны. Так что на этой неделе я еще суп не делал, так что давайте сделаем. В первую очередь я поставлю мою курицу. Здесь одна большая куриная ножка или ножка поделена на две части. Я поставлю воду. Воду на плитку. И пускай она закипает. И пускай эта курица варится. Как курица сварится, я сниму пенку, и тогда мы положим специи. И по мере приготовления курицы тогда добавим и овощи. Ну, сейчас пора резать овощи пока. Итак, пока наша кастрюля с курицей закипает, я нарезал овощи сюда, 5 средней картошки, 2 морковки и у меня 1 лук тоже для этого супа. Но тем временем, потому что это суп с галушками или с клетками, можно взять клетки, тесто для клеток. У меня курица закипела, сейчас я сниму пенку, и тогда пускай она варится, и тогда мы займемся тестом для клеток. Сейчас снимаем пленочку, пенку, сейчас снимаем пенку с курицы. И так, и пускай оно варится потихонечку. Тем временем, пока наша курица потихоньку кипит, мы сделаем тесто для наших галушек или клеток. Я беру 3 яйца. Сюда добавляю где-то четверть стакана молока. Этим образом клетки будут более пышные, я обратил внимание. Немного перца и немножко соли. И теперь это мы сейчас все взбиваем. А теперь пора добавить нам муку. Размеры муки я вам не буду говорить, потому что у всех мука разная, и иногда пойдет больше муки, иногда меньше муки. Но я положу муки, и я вам покажу, какая консистенция теста должна быть. Так что вы смотрите сами по своей муке. У кого есть низкий сорт, у кого высший. Так что так, муку мы поставили, теперь давайте взбивать. Немножко я вот так перемешаю, чтобы у нас пыль не разлетелась от муки. И потихоньку. Итак, тесто у нас взбилось. Оно должно получиться вот такой консистенции. Вот таким образом. Вот такое. Теперь наше тесто мы поставим в стороночку, пускай немного постоит, отдыхает. А тем временем посмотрим, что у нас тут с курицей творится.
Так. Я добавлю пару горошек черного перца. Вот. У меня польская смесь приправная. Вот такая. Не знаю, что если у вас продается. Это не обязательно ложить, но если есть, то положите. Так. И теперь я добавлю немножко соли тоже. Окей, пока она там кипит потихонечку с приправами, мы добавим лук. Теперь добавим лук в наш суп, то что кипит. А тем временем я порежу наши овощи. Я взял 2 морковки, как я вам сказал, и 5 средней картошки. Итак, картошку мы порезали, положим обратно в миску. И когда уже надо, мы тогда сразу в суп добавим. Тем временем, пока у нас все это варится, мы порежем зелень. В конце, когда все приготовится, мы засыпем зеленью. Здесь у меня петрушка, укроп и зеленый лук. Всю нашу зелень я порезал, я оставлю сюда в мисочке, пускай она ждет своего часа. В то же время я хочу вам сказать, что когда вы этот суп варите, вы иногда можете добавить листик лаврового листа. Это по вашему усмотрению. Я сегодня решил просто зелень, как она есть. Хотелось очень что-то легкое такое. Так что теперь мы ждем, когда все это здесь, морковка с курицей сварится, тогда добавлю уже нашу картошку. Наша морковка и курица сварились, я добавляю теперь картошку. Итак, теперь мы ждем, пока у нас картошка закипит, поварится немножко, и мы добавим наши клетки туда. Наша картошка покипела, и теперь пора добавить наши галушки или клетки. Я не знаю, как правильно сказать. Я знаю, что у нас дома всегда мама говорила, что это галушки. Вот немножко я ложу сюда. Перед тем, как опускать ложку сюда в тесто, надо ее немножко помочить, тогда тесто не будет приставать. И в процессе варки эти галушки, они увеличиваются в размере тоже. Как вы видите, в кастрюле их получается очень много. И когда вы выбираете кастрюлю, тогда, пожалуйста, посмотрите, чтобы у вас было достаточно места, потому что вы не хотите, чтобы все это побежало по плитке, потому что пока эти клетки или галушки варятся, они увеличатся в размере, как хлеб. И иначе у вас будет неприятность здесь, за плиткой, если у вас мало места в кастрюльке. Итак, все наши клетки теперь, или эти галушки, я положил красиво в кастрюльку. Все это пускай варится теперь. Сейчас я вначале помешаю. Как вы видите, на видео, что здесь их очень много получилось. И размер увеличился. Так что пускай они теперь поварятся пару минуток, и я тогда сниму пробу. Теперь пора проверить на вкусовые качества, достаточно ли у нас соли или нет. Посмотрите, как она у нас, много у нас всего этого здесь. Какая прелесть. И на соль достаточно тоже. Сейчас я одну галушечку вытащу и посмотрю, что у нас получилось. Но практически они удваиваются в размере, так как когда вы печете хлеб. Здесь я хотел бы вам показать, если вам видно, какая пористая, какая
вот такой он получается, пышный. Очень вкусный, очень пышный получился, как я думал. Посмотрите. Что всегда, когда вы выбираете кастрюльку себе, посмотрите, чтобы там было больше места, потому что посмотрите, как они увеличились в размере, иначе у вас не будет места в кастрюле. На этом я приготовление заканчиваю, потому что это все сварилось. Теперь я добавлю зелень. Вот это должно было у нас получиться. Это мой суп куриный с галушками или с клетками. Может быть, я вам какую-то идею дал? Попробуйте, сделайте. Может быть, вам тоже понравится, если вы такое еще раньше не делали. Сегодня с вами я поделился с моим рецептом моего одного из любимых супов. Если у вас какие-нибудь есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Я буду очень рад на них ответить. Если у вас какие-нибудь есть предложения, то что я что-то не так сделал, я всегда рад выслушать и принять это, учесть в следующий раз, когда я что-то делаю. Я думаю, что это видео вам не было очень скучным. На этой ноте я хотел бы вам сказать: берегите себя, своих друзей, знакомых, близких, свою семью. И мирного неба всем нам. Пока-пока. И до новых встреч.